Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Так как светлый праздник Пасхи уже не за горами, сегодня я выложу рецепт вкусных куличей. Поэтому заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Ну и конечно же, кто не подписался еще на мой канал, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну что ж, поехали! Все ингредиенты и подробный рецепт, как всегда, в описании под видео. Я просеиваю килограмм муки. Далее мне нужно либо 8 желтков от мелких яиц, либо 7 от крупных. Я добавляю в муку сухие дрожжи. У меня здесь дрожжи из расчета 1 пакетик на полкилограмма. Смотрите, что пишет производитель. У меня 7 грамм на полкилограмма муки. Я взяла 2 пакетика, так как у меня килограмм муки, и добавила еще немножко, не знаю, на всякий случай. Может, это неправильно, конечно. Ну, всегда так делаю. Все перемешиваю. Дальше я беру пол-литра теплого молока, желтки из 7 яиц, крупных, 250 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, пол чайной ложки соли. Все это замешиваю венчиком. Теперь, когда все эти ингредиенты я соединила, я начинаю просеивать муку. Сначала буду перемешивать венчиком, но по мере загустения, загустевания я буду вымешивать руками. Конечно, проще, удобнее и менее, знаете, затратно именно по силам это вымешивать в специальных дежах. У меня такой нет, поэтому я спасаюсь тем, что есть. Я просеиваю муку 2 раза. Первый раз просто просеиваю, другой раз я просеиваю с дрожжами сухими. Я сейчас не буду добавлять жирные ингредиенты. Там у нас есть растительное масло, сливочное масло. Почему? Я не советую так делать, потому что я заметила, что тесто поднимается лучше изначально без жиров. Ну, не знаю, может, вы уже опытная, вы знаете. Я не знала, например. Итак, я уже практически всю муку просеяла. Осталось совсем немножко. Я уже добавлю все сейчас. И буду замешивать тесто. Здесь я уже начну руками замешивать. Процесс этот трудоемкий, но если вы хорошо вымесите тесто, оно будет вам благодарно. И оно поднимется, будет вкусным, пышным, таким, как вы любите. Я вот таким образом, как, не знаю, как боксер грушу, его вот так вот разминаю до тех пор, пока оно не начнет настолько липнуть к рукам. Да, процесс трудоемкий, еще раз повторюсь, но вы потом видите результаты своих трудов. Сейчас можно уже разогреть духовку до 50 градусов, если у вас такая возможность. Также тесто можно поднять в мультиварке, если у вас есть режим йогурт. Вот я пробовала на расстойку ставить в мультиварке йогурт, тоже очень хорошо. Выбирайте сами, как я делаю. Я ставлю на середину решетки тесто в духовку, которая разогрета на 50 градусов. Выключаю ее, кипячу где-то литр воды, и на самое дно духовки я ставлю емкость с водой с теплой. И тогда вот эта вот влага и тепло, по-моему, лучше всего работает и поднимает тесто на ура. Я начинаю вымешивать муку просто на рабочей поверхности, на чистом столе. Подмешивать много муки я не буду, я буквально вот эту муку, которую я присыпала, вот это то, что я добавлю. Вот. И теперь я буду на этом месте вымешивать муку. Простите, тесто. Руки я смазала растительным маслом без запаха. И теперь выкладываю тесто сюда и буду дальше вымешивать на столе. На столе удобнее всего. Вы знаете, каждый раз, когда начинаю замешивать тесто, мне кажется, что оно не вымесится. Вот прям думаю, ну господи, ну как эта масса может вообще в принципе, как эта масса может вымеситься? Оно же все липнет. Оно такое... Нет. Вы знаете, каждый раз вот так думаю, почему-то мне такая печаль наступает. А потом я смотрю, все идет по плану. Если пропорции правильные, и тесто будет правильное. Но муки старайтесь не подсыпать много, потому что чем меньше муки, тем лучше поднимется потом само тесто. То есть чуть-чуточку вот насыпали на стол тонкий слой и дальше вымешивайте.
Я прям так, в 2 руки. Руки периодически можете смазывать чуть-чуть тонким слоем масла. Буквально капелюшечку раз, помазали, все. И дальше. Видите, тесто уже не липнет к самому шпателю. Он маслом не намазан. Уже лучше. Муку я больше не подмешиваю. Собственно, вот у меня практически и масла нет на руках, а тесто уже не липнет практически. Вот. Фух, я уже чувствую, что даже можно сегодня вечернюю пробежку не делать. Я уже отзанималась сегодня. Я уже вымесила тесто, добавляю еще несколько капель на руки. Смазываю этими несколькими капелями. Я вымыла, видите, миску. Сейчас смажу чуть-чуть буквально маслом. И собираю тесто. Такой колобок у нас будет. Вот такое красивое получилось тесто. Видите, оно уже немножко идет пузыриками. Вот. И этот колобок я ставлю сюда. Накрываю его чистым ХБ полотенцем. И ставлю в духовку, которая у меня разогрета уже до 50 градусов. Я духовку выключаю. А на низ я поставлю миску с горячей водой. Ну, примерно пол-литра, да? Все, оставляю тесто на расстойку примерно на час. А пока тесто наше там отдыхает себе на курорте, в тепле, в добре, подрастает, я подготовлю остальные ингредиенты. У меня сухофрукты. Я их вымачивала в апельсиновом соке примерно 2 суток. Ну, у меня так получилось. На самом деле я планировала на ночь, но съемки у меня на следующий день не задались, поэтому я решила оставить их еще на сутки. И вы знаете, аромат просто восхитительный. Сейчас я выложу их вот так на салфеточку, чтобы они обсохли. У меня здесь курага, изюм, клюква и сушеная вишня. Я немножко вот так салфеткой промокну. А пока сухофрукты сохнут, я сниму из одного лимона цедру. Можно на самом деле использовать не только лимон, можно апельсин. Это уже что у вас есть или что вы хотите, что вы больше любите. Снимаем тонкий слой цедры, потому что если вы белую часть начнете снимать, будет горчить. Итак, прошел 1 час, тесто поднялось. Немножко, ай, с одной стороны приклеилось. И вот какое оно получилось. Красота! Смотрите, сколько его было, а сколько получилось. Теперь, когда тесто поднялось, я его немножко опущу. Ой, какое вообще просто ароматное, пышное. Это будет то, что нужно. Теперь я добавляю сметану. У меня 30% жирности сметаны. Здесь, по-моему, 90 грамм. 90-100. Мягкое сливочное масло. И сейчас начинаю замешивать. И потом я добавлю еще растительное масло 50 мл. Делаем все то же самое, что и в первый раз. Замешиваем, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. И теперь добавляю масло растительное. Так, теперь я добавляю сухофрукты и цедру. И продолжаю вымешивать. Теперь все то же самое. Я оставляю наш колобок в такую же духовку. Я ее снова подогрела до 50 градусов. И снова, или опять, ставлю кипяченую воду на низ. И вот прошел еще 1 час. Тесто снова поднялось очень сильно. Оно опять у меня приклеилось все. Ё-моё, я не ожидала такого поворота. Можно уже наполнять капсулы тестом. О, как оно поднялось, оно такое теплое-теплое внутри. У меня вот такие готовые капсулы. Я их наполняю где-то на треть и оставляю где-то еще на 30-40 минут, чтобы они поднялись. Заполнять капсулу нужно примерно на треть. Формирую вот такой колобок и просто выкладываю его на дно капсулы. А для больших форм я на всякий случай сделала дополнительные высокие бортики из пекарской бумаги. Оп. Я вот так вот прикрою пакетиками, не плотно, то есть чтобы туда просто впал воздух. И они еще должны будут подняться. Это где-то займет минут 30-40. А потом я поставлю это в духовку разогретую до 180 градусов.
Смотрите, как поднялись хорошо. То есть как раз еще осталось место. Я боялась, что большие будут вылазить. Ну, мы еще посмотрим. Этот под вопросом, этот точно, скорее всего, останется в форме. Теперь я вот так все вместе отправляю в духовку. Ну, до скорых встреч. Теперь я хочу приготовить глазурь для куличей. Для этого я взяла 2 белка и примерно 330 грамм сахарной пудры. Это все я взбиваю, и потом где-то в середине я добавлю 2 столовых ложки лимонного сока. Добавляю лимонный сок. Когда уже начнут появляться вот такие совсем стойкие борозды, которые медленно заплывают, можно сказать, что глазурь уже готова. Смотрите, видите? Прям оно даже форму не теряет. Готовность куличей, как всегда, проверяйте деревянной шпажкой. Если вам покажется, что кулич сверху начинает пригорать, а внутри он еще не готов, тогда прикройте его фольгой. Маленькие куличи у меня выпекались примерно 35 минут, а большим нужно было на 10 минут больше, то есть 45 минут. А теперь я буду наносить глазурь на теплые куличи. Знаете, очень спорный момент. Я постоянно всех спрашивала, а на какие куличи наносить? На теплые или на остывшие? Вы знаете, мнения расходятся. Вот на теплый, вот я сейчас наношу глазурь, она потечет, будут потеки. Не на горячий, на теплый кулич. А вот если на холодный кулич нанести глазурь, то она будет совсем стабильная, то есть она будет держаться. Это в зависимости, что вы хотите. Хотите потеки, наносите на теплый кулич. Хотите, чтобы глазурь была прям ровно, значит нужно наносить на уже остывший кулич. Это вы смотрите сами. Видите, у меня уже течет. Это теплый, хорошо теплый кулич, не горячий, нет, но теплый. Видите, вот подтекает. И я попробую и так, и посмотрим, сравним результат. Я решила сделать классический вариант кулича с классической посыпкой. Знаете, как раньше у нас у всех в детстве посыпали вот этими цветными шариками. Я их очень любила, они мне так нравились. Всегда съедала их. Первым делом вот эту глазурь и вот эту посыпку. Я решила, что сделаю как в детстве. Вот так. Вот я сейчас сняла одну обертку, одну капсулу и тоже сделаю такую уже с потеками, чтобы не по обертке потеки пошли, а по самому куличу. А остальные я сделаю уже на более остывшие. То есть это будут теплые, будут почти остывшие и холодные. И посмотрим, как получится. Так, теперь я освободила от капсулы еще один кулич. Он практически, он еле-еле теплый. Сейчас я попробую его покрыть глазурью. Посмотрим, как она будет растекаться. Вот так растекается глазурь на практически остывшем, еле теплом куличе. В ходе эксперимента выяснилось, что нет разницы, какой температуры изначально идет кулич. Главное, чтобы он не был горячим. А все зависит от конкретно густоты самой глазури. И чем больше сахара и чем лучше вы взобьете глазурь, тем стабильнее она будет держаться на шапочке. Вы знаете, по-моему, глазурь еще не полностью застыла. Я уже не выдерживаю. Я хочу разрезать этот кулич или паску, как говорят в Украине. Честно, не знаю, как в Беларуси говорят, кулич или паска. Напишите, если вы знаете. Просто интересно. И, кстати, она почти застыла. Так. Ребята. Это вообще... Какая она красивая. Смотрите. Она рыхлая. И она не сухая. Знаете, как бывают сухие паски. Нет, вот это не сухая. Этот кулич не сухой. Он прям такой, знаете, влажный, но очень пористый. Боже. Очень вкусно. Простите, что я жую. Очень нежно. Вот просто вообще очень пористый. Такой, знаете, как, я не знаю, как облако. Точно. Вот как говорят, вот как, знаете, как пух. Вот это про него.
Если вам понравился именно мой рецепт куличей, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. И, конечно же, поздравляю всех вас со светлым праздником Пасхи. Пусть ваши кулинарные шедевры всегда получаются вкусными и красивыми. Всем приятного аппетита. Пока-пока!